Что вот этот аккумулятор 1,5 года, как установлен у нас на Kia Cerato. Сразу хочу отметить, что это польский, без глазка. Также некоторые, кто владел французскими или испанскими Excite Premium, говорят, что у этого менее аккуратно литье корпуса. Ну, я лично не могу тут такое констатировать. Все ровно, все аккуратно. И пластик выглядит добротным. Как бы, косяков нету. По мне, очень хорошо, ровно сделан. Клеммы могут выглядеть обработкой немножко грубоватыми. Но тут мы уже в них и потыкали в свое время. Как бы вот. Работает хорошо, хотя ходят слухи, что если польский, то, мол, левак. Это не левак. Просто был выкуплен завод, модернизирован. Тут я не рекламирую ни в коем случае. 1,5 года с одной стороны не срок. А с другой стороны, Bosch Warta у нас либо левак, либо плохого качества попадались, то в первую же зиму сдыхали. Этому пока что зима, что лето одинаково. Так что, я доволен покупкой. И вот отличительная его черта, вот эта заявленная Carbon Boost 2.0, действительно работает, потому что при покупке, интереса ради, я заморачивался, смотрел. Он действительно быстро брал ток. То есть вот тут индикатор подачи заряда горел непрерывно очень долго, часа 2. При том, что проверял, он заряжен был на 85%. То есть он подряд быстро брал ток, беспрерывно, и не кипел при этом. Тут же какая система? Когда он склонен к закипанию, прерывается заряд и, так сказать, ждет, пока все успокоится, и снова подает. Тут он отлично брал заряд, быстро зарядился. Еще немножко постоял, и все, и работал без нареканий. Хорошо, что быстрый прием заряда для мегаполиса, для коротких поездок. Нет просадок. Ну и, по-моему, 30% пусковой мощности больше у него, чем у среднестатистических. Скорость заряда в 2 раза быстрее заявляется. Где-то в 1,7, так, по моим наблюдениям, тоже вот сравнивал. Записывал с вартами, с бошами. 1,5 как минимум, действительно, раза он быстрее берет заряд. Отлично зимой себя показывает. Вносятся углеродные добавки в активную массу отрицательных пластин, и благодаря этому растет скорость приема заряда, что, по моим ощущениям, на скорости саморазряда никак не сказывается. Во всяком случае, в негативном смысле не сказывается. Мне было проблемно найти из ЕС европейский вариант, потому что, вот как я общался с поставщиками, якобы из-за санкций, из-за коронавируса, с этим стало сложно. В общем-то, несколько магазинов, несколько поставщиков обошел, объехал. Взял такой, вот мне нравятся либо хохлы, Иста, как на Рено вот я поставил, либо вот по работе знаю, что вот эти даже не премиум довольно хорошо работают. И ручка здесь удобная. Потому что у многих, даже у той же Исты, она режет руку, они же увесистые. А здесь, с какой стороны не возьми, она, обтекаемая. Все, понаблюдаем дальше. Вот 1,5 года пройдено. Тяжелой такой для него эксплуатации, потому что удаленка была, и машина бывала, что зимой 2-3 недели не заводится, морозы у нас в Уфе крепкие. Понаблюдаем дальше. Пока лично я доволен. Не то, чтобы я его там рекламирую, говорю, я рекламой не занимаюсь. Не говорю, что берите именно его. Просто вот рассказываю. По сравнению с Bosch и Warta, тем более там наподобие Тюмень, Титан. Титаны, кстати, часто где втюхивать пытаются. Видать, они продавцам что-то отстегивают за объемы продаж. Это мое личное впечатление. Но минус 25 и Титаны. Вот он работает как из пушки. На рабочих немного машинах пробовали ставить. Пока тепло, как из пушки. 20 скисает, 25, все, встал. Но это тоже не антиреклама, это личные наблюдения. Пока мне вот этот аккумулятор нравится. Так же, как и эта зарядная. Вообще, дозаряжаем даже не то, чтобы как-то планово. Просто там я машину подразобрал. И чтобы на аккумулятор пена от очистителя не попадалась. Сюда его прибрал, думаю, почему бы не поставить. На этом все. Дополню комментарии после зимы. И вообще, если что-то с ним случится, как отработал зиму. Спасибо за просмотр. Всем удачи.
посмотрим, что покажет 25 градусов и 13 вольт.